Hi, David. I see your chat message. Now I can Hi, hear Chris. Hello, Chris. Can you hear me now? Great. Yes, can hear you well. There's a bit of static, but I think it's probably just because other mics are on. Can hear you and see you well. I've got limited, so I'll leave the video off until I give opening remarks. I'll turn it on for that. Sure, Chris. Good to know everything's working. Thank you. David, good afternoon. I would like to ask you kindly to roll out your presentation for the 5 minutes. Sure. Can we all see it now? Да, конечно, сейчас ее не видно. Да, все хорошо, спасибо. Thank you. Thank you. Спасибо. Да, тогда мы начинаем наше мероприятие сегодня. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня проводим первый экспертный семинар совместно с Всемирным банком. Меня зовут Аксенова Елена Ивановна, я директор научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы. All right, thank you. Now I think we shall start our joint webinar, that is a conference of experts. My name is Елена Ивановна Aksionova, and I'm the director of the Moscow Research Institute of Healthcare Organization and Medical Management. Спасибо. Мы сегодня работаем с переводчиком. Перевод у нас последовательный, поэтому мы все, и я, и мои содокладчики, мы должны будем дать возможность переводчику перевести материал для наших участников семинара. So today we are working with consecutive interpretation. Therefore, we should give some room for the interpreter to translate what we are saying so that our participants could understand everything. Да. Коллеги, у нас сегодня очень важный экспертный семинар. Для нашего института это колоссальный опыт и достижение проводить совместно с коллегами из Всемирного банка такой экспертный семинар. И я хотела бы вначале рассказать немного о деятельности института в рамках последнего квартала, последних 3 месяцев, когда весь мир, Россия, Москва, мы боролись с новой коронавирусной инфекцией, и какие результаты были получены нашим институтом. Я буквально несколько минут отниму времени от нашего уважаемого спикера и расскажу о 3 проектах масштабных, которые были реализованы институтом. И первый из них это сайт, информационный сайт, посвященный распространению коронавирусной инфекции на территории Москвы.
Сайт был разработан институтом в апреле 2020 года, и на нем собирается сейчас вся самая актуальная, свежая информация со всего мира, посвященная распространению коронавирусной инфекции, борьбе с распространением коронавирусной инфекции и теми мерами, которые принимаются социальными службами, правительством города и нашими врачами в борьбе с этой инфекцией. Я попрошу включить слайд, чтобы показать вам, как выглядит наш сайт. Он очень популярный на сегодня, им пользуются не только москвичи, но и другие представители регионов Российской Федерации, и доступ на этот сайт осуществляется посредством перехода с нашего официального сайта ниозмм.ру. На сайте размещается информация о самой коронавирусной инфекции, об опыте стран, лучших практиках лечения и диагностики коронавирусной инфекции. Также нашим институтом совместно с патологоанатомической службой города Москвы разработан атлас патологоанатомический, первый в мире такой атлас, который содержит в себя самую актуальную свежую информацию о том, как отразилась коронавирусная инфекция на смертности в городе Москве. И еще один очень интересный проект – это временное практическое руководство, посвященное вопросам лечения, диагностики и реабилитации коронавирусной инфекции. Это опыт, обобщенный опыт всех московских клиник, которые принимали участие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Наш семинар сегодня посвящен похожей теме, также коронавирусной инфекции, и мы представим сегодня глобальный обзор эпидемиологических данных и тенденций в развитии пандемии COVID-2019 во всем мире. В рамках сегодняшнего мероприятия наши партнеры Всемирного банка представят подробный доклад об этой теме. First of all, I would like to say that it is a great honor and high value experience for our institute to hold this joint conference of experts with specialists from the World Bank, and I'm sure that it will be of great value and very useful for us. I would like to start my welcome address with a couple of words about our institute and its efforts now at the time of combating the COVID-19 pandemic. As a matter of fact, we have been implementing three major projects, and I shall give you a brief account of each of them. The first one is the development and maintenance of our website dedicated to the pandemic. This website pulls or collects all of the latest data and information about COVID-19, including epidemiological data and information about taken measures and their outcomes. The other important project that we're implementing is the development of the first World Atlas of pathological anatomy, where we sum up the dynamic and the trends in the death rates related to the COVID-19 pandemic. And the third important project is related to the development of the healthcare guidelines on COVID-19 control, where we provide methodological guidance for clinicians, for physicians on how to prevent, treat people with COVID-19 and how to provide rehabilitation care for them afterwards.
В рамках сегодняшнего мероприятия у нас будет представлен доклад, посвященный глобальному обзору эпидемиологических данных, тенденций в развитии пандемии новой коронавирусной инфекции. Сегодня с нами участников со стороны Российской Федерации, Москвы, прежде всего, более 500 человек. Это очень большое количество участников для вебинаров, которые проходят на территории Москвы. И у нас будет возможность сегодня основному нашему докладчику Дэвиду задать вопросы по вопросам развития пандемии коронавирусной инфекции и ответных мер мировых систем здравоохранения, органов власти на эту пандемию. So the central presentation of our today's event is the presentation to be made by David Wilson about, he will give you an overview of epidemiological analysis or evidence and trends in the whole world. And our webinar is attended by more than 500 medical workers from Moscow, as a matter of fact, quite a lot of them, and they will be able to ask any questions to the speaker about the topic of his presentation. Я передаю слово для краткого приветствия Кристоферу Миллеру, исполняющему обязанности директора и постоянного представителя Всемирного банка в России. And now I will give the floor to Christopher Miller, who is acting country director for Russia. Hey, hello everybody. I'll just pause for a moment to check that you can hear me. Я сейчас на минутку остановлюсь, чтобы убедиться, что вы все меня слышите. Да. Здравствуйте всем. Very good. So thank you very much, Ms. Aksenova, and to the participants of this webinar. On behalf of the World Bank Group and the Russian Federation, it's my pleasure to join you today. Итак, я благодарю вас, госпожа Аксенова. Для меня большая честь приветствовать вас от имени группы организаций Всемирного банка здесь, на этом семинаре. I'll keep my remarks very brief so we can get to the main event, so to speak. Я буду очень краток, скажу лишь несколько слов, чтобы мы как можно быстрее могли перейти к самому семинару. There's really two main points I would like to make. First of all, I would like to acknowledge the efforts of the Moscow government, the Moscow Health Department, and most importantly, the frontline health workers who have really been battling this unprecedented fight against the coronavirus epidemic in the city. Прежде всего, я хочу дать высочайшую оценку тем усилиям, которые принимаются правительством города Москвы, департамент здравоохранения города Москвы и, конечно же, героически сражающимся с коронавирусом медицинским работникам. The Moscow government has taken strong and timely measures to prevent and contain the spread of COVID-19. These included quarantine measures, widespread testing, contact tracing, and a massive surge in the capacity of health facilities for the treatment of patients with COVID-19. All of these efforts have proved to be effective in containing the spread of the virus in the city. Департамент здравоохранения Москвы принимает своевременные, оперативные и очень сильные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Эти меры включают, во-первых, широкомасштабное тестирование, изоляцию, то есть карантин, проведение разъяснительной работы, пропаганды, принятие мер и соблюдение соответствующих защитных правил. И все эти меры приносят свои результаты, свои плоды в борьбе с коронавирусной инфекцией. And my second point is just to emphasize the importance that the World Bank places on these kind of knowledge-sharing events. И второй момент, который я хочу подчеркнуть, это то, что Всемирный банк придает очень большое значение подобным мероприятиям по распространению опыта, по обмену знаниями и информацией. The World Bank has now financed emergency operations to fight COVID-19 in more than 100 countries around the world, home to 70% of the world's population, making this the largest and fastest crisis response in World Bank history.
These operations have focused on supporting health systems, scaling up social protection, supporting businesses, and procuring medical equipment and supplies. В настоящее время Всемирный банк предоставляет поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией и преодолении вызванного ею кризиса более чем 100 странам мира. Это практически более 70% населения Земли. И благодаря этой поддержке они могут лучше укреплять свои системы здравоохранения, оказывать более эффективную социальную помощь населению, а также поддерживать свои предприятия, свой бизнес. In the Russian Federation, our work has focused on providing policy advice and conducting a range of knowledge-sharing events on topics focusing primarily on healthcare sector, but also including economic topics. These events have proven very successful so far, both in sharing global experience with Russia, but also in helping to identify Russian practices that we can share with other countries around the world through similar events. So having said that, once again, I would like to thank the participants from the Moscow government and the Moscow Health Department specifically, and to wish you all a very productive and successful event today. Итак, основными направлениями моей работы здесь, в России, во Всемирном банке, является предоставление консультаций по вопросам политики, а также организация и проведение мероприятий по обмену опытом. И в рамках таких мероприятий, помимо того, что мы знакомим российскую сторону с глобальным опытом в разных областях, мы также определяем те направления, на которых у России есть опыт, которым мы могли бы поделиться с другими странами. И основной сферой моей деятельности являются экономические аспекты. Да, спасибо, Кристофер, за прекрасную презентацию деятельности Всемирного банка на территории Российской Федерации. Действительно, мы получили очень развернутые, подробные системные меры от Всемирного банка, которые были использованы в эпоху пандемии на территории Москвы. Конечно, это очень значимо для всех стран мира. Thank you very much, Chris. As a matter of fact, we have received very comprehensive information about the efforts of the World Bank group in the area of supporting COVID-19 control. And this information is about system-wide measures is really very important for us in the context of our efforts to improve the situation here in Moscow. Да. И я хотела бы передать слово Тане Дмитроченко, руководителю глобальной практики в области здравоохранения, питания и народонаселения, регион Европы и Центральной Азии, также представитель Всемирного банка. And now I would like to give the floor to Tanya Dmitrochenko, who is the practice manager in the global practice of health, nutrition and population in Europe and Central Asia. She's also a representative of the World Bank. Hello. First, apologies despite my name. Не слышно совсем. Thank you. Совсем не слышно. And your participants from this web. Anya, we can't hear you properly. It's not loud. It's too quiet. Sorry. Still, can you say that again? I didn't. Tanya, we cannot hear you at all. Oh. There is something. Not at all. Just very, very quiet. Can you still not hear me? Hardly. Okay. Apologies. Is this better now or still not? A little bit better.
Okay, apologies, I don't know what else to do here to improve. Я прошу прощения, но я даже не знаю, что сделать с этим. Maximum volume. Я слышу, но тихо. Ну, сейчас попробуем. Tanya, let us try, because I can hear you. I'm your interpreter. I can hear you, but not quite well. But I shall try to grasp it. Okay, let me speak louder. Is this better? A little bit. Okay, I really don't want to distract from the main presentation, so I will just shorten my remarks to really acknowledge the efforts of the Moscow government in fighting COVID-19, and I would really want to express my gratitude to the doctors and care workers who have been at the forefront, putting their lives in danger in order to save the lives of others. Spasibo bolshoy from the bottom of my heart. So since you cannot hear me well, I just want us to go ahead and proceed with the presentation. Так, я не буду сейчас отрывать время от нашей основной презентации, от основного доклада. Я просто скажу вам несколько слов. Прежде всего, я хочу выразить огромную благодарность и высокую оценку тем действиям, тем мерам, которые принимаются правительством Москвы. И особенно я хочу поблагодарить медицинских работников за их героический труд по борьбе с коронавирусной инфекцией. Спасибо большое. Спасибо, Таня. И, конечно, я хочу предоставить слово нашему основному докладчику Дэвиду Уилсону, директору программ в глобальной практике Всемирного банка по вопросам здравоохранения, народонаселения и питания для презентации глобального обзора по распространению коронавирусной инфекции в мире. Я немного представлю для российских участников Дэвида. Он возглавляет группу глобальных решений Всемирного банка, которая оказывает содействие в укреплении систем здравоохранения. Well, thank you, Tanya. Now I shall give the floor to our key speaker, David Wilson. He is program director in the World Bank Global Practice of Health, Nutrition and Population. And he is the team leader of for global solutions for strengthening of healthcare systems. Всемирного банка, посвященной инновациям в технологической сфере. And he is the leader of the health technology and innovation team. И обладает колоссальным опытом по взаимодействию с различными органами власти государств, большого количества государств. Он автор более 100 научных докладов, более 1000 научных статей и работал очень плотно с правительствами более 50 стран мира. As a matter of fact, David has huge experience in communicating and cooperating with government authorities in different countries of the world. He is the author of more than 100 reports, scientific reports, and more than 1,000 of various articles. And he has been working with governments of more than 50 countries of the world. И после презентации наших участников будет возможность задать вопросы Дэвиду и получить на них ответы. Для того, чтобы задать вопросы, я предлагаю участникам в процессе презентации Дэвида оставлять свои комментарии в чате трансляции. And after the presentation is over, our participants will be able to ask David their questions. And in order to to structure this process, I suggest that if you have any questions in the course of the presentation, please write them in the comments of the chat. Презентация, основные доклады я зачитаю для Дэвида. And
once the presentation is over, I shall scrutinize the comments, and the main points will be delivered to David to answer them. Да, пожалуйста, Дэвид, я представляю вам слово. So, David, the floor is yours. Thank you very much, Elena, for inviting us to be a part of this important milestone in our partnership and this important opportunity to understand each other better and for us to learn more about Russia's epidemic. And thank you to Zara and Nejma in our team for preparing this presentation. And much of the material will be familiar to you as experts, so I shall try to present briefly so that we can have as much time as possible for discussion. I will start my PowerPoint screen while the translation happens. Thank you. Итак, благодарю вас, Елена, за эту возможность принять участие в этом действительно, можно сказать, поворотном мероприятии в процессе нашего сотрудничества. Я также хочу поблагодарить Нежму и Зару за оказанную помощь в подготовке этой презентации. И я думаю, что я сейчас кратко расскажу вам содержание этого доклада, используя перевод на русский язык. Thank you. I will begin this global overview with these comments. And as we know, much of Western and Central Europe's epidemic appears to have peaked, and we think there are important lessons for other countries globally, including Russia. And much of Europe has moved from hard lockdowns to careful, cautious reopening, and the initial evidence is encouraging. I'll pause for translation. Итак, я хочу начать свою презентацию, свой доклад о эпидемиологической ситуации на глобальном уровне со следующих замечаний. Дело в том, что в большинстве стран Западной и Центральной Европы пик эпидемии уже позади, уже прошел так же, как и в России, и этим странам удалось извлечь определенные уроки, которые могут быть важны и полезны для других стран мира. А также хочу указать на то, что многие страны уже начали осторожный выход из режима строгих мер, и я в своей презентации также остановлюсь на этом. Включите, пожалуйста, презентацию на общий экран. Мы ее пока не видим. David, could you please share your presentation on the share? Yes, it is here. Is it shared now? Yes. Видно. Спасибо. Thank you. Thank you. We can Perfect. See. Thank you. Thank you. And thank you for translating. Let me continue to say that the lockdown versus reopening debate has now moved to an analysis of how countries can use their epidemic growth number, or R0 or RT, and also a very close monitoring of outbreaks and clusters to dial smart measures up or down. And with enough care, we can prevent both an epidemic resurgence and revive our economies. I'll pause. Итак, сейчас на фоне дебатов по поводу того, следует ли сохранять режим изоляции или следует уже выходить из него, возникла необходимость проведения анализа тех возможностей, которые имеются у стран для использования коэффициента распространения инфекции для принятия таких решений, а также возможности для проведения для осуществления пристального контроля за вспышками и очагами коронавирусной инфекции для того, чтобы использовать полученные данные для ужесточения или, наоборот, для ослабления мер. И, по всей видимости, если мы будем проявлять достаточную осторожность, нам удастся предотвратить вторую волну эпидемии и восстановить экономику стран. Yes, David. Thank you. Now, we know that Europe has been the hardest hit in terms of deaths, but thankfully it's tapering. Итак, нам известно, что
Европа практически сильнее всего пострадала от этой пандемии в плане смертности, но в настоящее время она снижается. And I think this graph shows us very well how Europe in green initially had the largest rise in cases, but that has tapered and been overtaken by the US, amongst others. Итак, вот на этом графике очень хорошо видно, что эпидемия в Европе началась раньше, чем где бы то ни было, и развивалась стремительными темпами. Но сейчас уже ее, так сказать, обошли другие регионы, в частности, Америка и другие. And if we look closely, we see that globally, most deaths have been in Europe. But as this very nice graph shows, that was due to an early and very large bulge, which has now tapered a lot. And while we saw very high death rates in Western Europe, in Belgium, the UK, Spain, Italy, and Sweden, we have seen those contract, and we are now seeing surges in Latin America, Asia, and elsewhere. Thank you. Это фактически самое большое количество смертей было в Европе. И на этих прекрасных графиках вы видите, что очень высокие уровни смертности были на определенном этапе в западноевропейских странах, Бельгии, Великобритании, Испании, Италии и Швеции. Но затем им все-таки удалось, так сказать, обуздать эпидемию, снизить смертность. И сейчас мы наблюдаем большие всплески в Латинской Америке и на некоторых территориях Азии. Thank you. Yes, David? I would just like to note how much testing capacity has increased in Europe, including Russia, with Russia conducting very high numbers of tests per 1,000 people and high numbers of tests per case found, which are two of the criteria that the World Health Organization used to assess the comprehensiveness of testing. А сейчас я хотела бы обратить ваше внимание на повышение, очень значительное повышение потенциала для тестирования в Европе, включая Россию. В данном случае по рекомендации ВОЗ мы используем два критерия эффективности тестирования. Это количество тестов на 1000 населения и количество тестов на 1 случай заражения. And I will look now at some of the vulnerability factors that Europe shares, and you can assess how much they apply to Russia. А сейчас я хочу вам рассказать, вернее, перечислить ряд факторов уязвимости, о которых сообщают европейские страны, а вы можете сами посмотреть на них и оценить, существуют ли они в России. Yes? And it looks as if very globally integrated world cities, which have major airport and train hubs, large metros, and high density housing seed large epidemics. And here we can look at Milan, Paris, Madrid, London, New York, and perhaps Moscow, which has that combination of major airport, train, metro, and housing hubs. Но первый фактор уязвимости – это так называемая глобальная интеграция и огромные мегаполисы, огромные города с их аэропортами, метро, сетевыми торговыми центрами, где плотность людей бывает очень высока. Это так называемые крупнейшие города мира, к которым относятся Милан, Мадрид, Париж, Лондон и, вероятно, Москва. And because Europe was hit harder with the first infections almost certainly last year in 2019, its public health measures were late relative to the introduction of the virus. И поскольку в Европе, в Западной Европе достаточно поздно начали принимать соответствующие противоэпидемиологические
меры, удар, который был нанесен ей коронавирусной инфекцией, естественно, оказался сильнее. And as we will show, Europe also has elderly populations, particularly in residential care homes. And in many places in Western Europe and North America, half or more of the deaths have occurred in elderly care homes. Следующий фактор – это то, что в Европе очень большой процент пожилого населения, населения преклонного возраста, и особенно в домах престарелых. И если мы посмотрим на цифры по смертности и по заболеваемости в других регионах, допустим, в той же Америке, то мы увидим, что на долю таких учреждений, домов престарелых, приходится иногда до 50% случаев. We also know that Europe has a high prevalence of NCDs and risk factors such as obesity, smoking, diabetes, and air pollution in some major cities. Нам также известно, что в Европе очень высокий уровень распространенности неинфекционных заболеваний и других выявленных факторов риска, включая ожирение, курение, диабет и загрязнение воздуха в некоторых крупных городах. And finally, relative to parts of East Asia, much of Europe has no recent epidemic memory or experience, which means populations are not as prepared for risk preventive behavior. И следующий момент состоит в том, что в отличие от восточноазиатских стран, в Европе нету, так сказать, недавнего опыта борьбы с эпидемиями и преодоления кризисов. Поэтому системы здравоохранения и населения как бы справляются с этим хуже, им сложнее с этим справляться. And this nice map of world air traffic in January, before the pandemic began, shows how dense the air traffic patterns are in Western Europe and also in North America. And very dense air traffic may help to spread and to seed epidemics. И на этой прекрасной карте авиасообщения в январе 2020 года вы видите, насколько плотным было авиасообщение, сколько много было авиаперелетов и в Европе, и в Северной Америке. И вот такая динамика, такие тенденции являются одним из факторов, которые способствуют быстрому распространению инфекции, как бы сеют инфекцию. Yes, David? And as you well know, Europe is also the oldest continent, with an average age of 42 compared to 18 in Africa. And as we all know, there's a strong correlation between elderly populations and coronavirus mortality. Здесь на этом слайде вы видите, и вам это и так хорошо известно, что Европа является самым старым континентом в мире. Средний возраст населения составляет в Европе 42 года, скажем, по сравнению с 18 годами в Африке, а возраст населения, преклонный возраст населения является одним из факторов, которые способствуют повышению смертности от коронавирусной инфекции. Yes, David? Thank you. And also, as I said, but as this graph nicely illustrates, Europe and the United States limited public gatherings quite late relative to the introduction of the virus. So there was probably more time for the virus to spread. In Europe's case, before we'd actually even realized it existed. Итак, здесь на этом прекрасном рисунке показано, что Европа и США слишком поздно начали принимать ограничивающие меры. Практически в Европе вирус начал распространяться еще до того, как люди поняли, что он существует,
И, возможно, это является одной из причин слишком быстрого и шокового его распространения. Yes, David? Thank you. And while I've suggested that we have passed the peak, at least of this wave in Europe, there's no room for complacency as economies reopen. We now have a delicate moment where we can curb infection, reopen the economy, and restore much of normal life, if we do it right. Итак, как мы уже говорили, в Европе пик эпидемии уже пройден, но при этом, так сказать, открывая экономику, возобновляя ее функционирование, нам ни в коем случае нельзя расслабляться, потому что только при очень осторожном подходе к выходу из режима строгих ограничений мы сможем восстановить экономику и избежать второй волны эпидемии. Yes, David? Thank you. And this graph really shows what I discussed earlier, the fact that almost all of Western Europe's epidemic seems well past the peak, in this wave at least. На этом слайде показано то, о чем я ранее говорил, то есть то, что большинство стран Европы уже прошли пик эпидемии, во всяком случае, первой волны, вот этой волны эпидемии. Yes? And I keep saying the peak of this wave at least, because we must be a little bit worried that coronavirus may have multiple peaks, as we witnessed in the Spanish flu pandemic in 1918, and as we are possibly seeing hints of in the surge of coronavirus in the southern hemisphere in the midst of winter. Итак, я все время повторяю пик первой волны или этой волны эпидемии, потому что не нужно забывать о том, что у этой эпидемии может быть несколько пиков по аналогии с эпидемией испанского гриппа в 1918 году. И такая озабоченность, в частности, вызывает всплеск заболеваемости в северном полушарии, где сейчас наступает зима. Yes? And so much of my theme today is about the importance of smart measures, which allow us to reopen safely and to prevent infections and restore our economies. И очень большую часть моей презентации занимают так называемые умные или осторожные продуманные меры, которые в случае их принятия позволили бы странам одновременно и избежать распространения инфекции и восстановить экономику. Yes? And the three-step approach, which you experts will be familiar with, but which I think we can all do better in following, are as follows. First, immediately introduce the pain-free combination baseline prevention measures that keep us safe. We'll talk about them more, but it's face masks and shields, hand sanitizer, outdoor activities, decongesting and socially distancing our public spheres. И в данном случае речь идет о так называемом трехгранном подходе, безусловно, вы с ним знакомы, который должен помочь минимизировать распространение инфекции. В частности, первый шаг заключается в незамедлительном введении, так сказать, безболезненных комплексных мер по переходу к новой нормальной жизни, которые позволят снизить заболеваемость коронавирусом. В данном случае речь идет о ношении масок, защитных экранов лицевых, дезинфекции рук, а также о проведении различных мероприятий на улице, а не в помещении, и принятии мер для того, чтобы не было скопления народу, ну и, соответственно, социальное дистанцирование в общественных местах. Yes? Thank you. And then secondly and thirdly, track our infection growth number or reproduction number R0 closely, and then gradually ease measures as R0 falls below 1, but
move them up quickly if R0 climbs above 1 or if we see outbreaks. И второй и третий шаг состоит в том, чтобы пристально следить за коэффициентом, за динамикой коэффициента распространения инфекции. И если как только обнаруживается, что этот коэффициент выше единицы, незамедлительно принимать меры, то есть ужесточать меры по предотвращению инфекции. Если же он, наоборот, идет вниз, то эти меры можно осторожно ослаблять. Yes? Thank you. And the next slides talk about what the new normal is. And I certainly won't read them, but you have them in your slides. And the first is physical distancing. Итак, на следующем слайде показаны, так сказать, правила, нормы той самой новой нормальной жизни. И, безусловно, вы знакомы с ними, и сейчас вы видите их на этом слайде. Yes? The second is a much greater focus on hygiene and ventilation. Значит, первый момент – это ношение масок и использование прочих защитных средств. Следующий важный момент на втором месте – это уделение пристального внимания вентиляции, то есть циркуляции воздуха. Yes? And here is a nice World Health Organization Lancet summary of how much physical distancing, face masks, and eye protection through face shields can reduce transmission. And the key message here is, with universal adoption of these measures, we can prevent new infections and live relatively normal economic and social lives. Итак, на этом слайде, на прекрасном рисунке показано, каким образом выполнение требований по социальному дистанцированию, ношению масок и защите глаз влияют на снижение распространения вируса. И также показано, что если эти меры будут приниматься, то мы сможем и постепенно, осторожно выходить из режима жестких мер, из режима изоляции и одновременно восстанавливать экономику. Yes? Thank you. And Germany is a nice example of how we can use our reproduction number to reopen carefully. And Germany locked down when its reproduction rate was over 3. And then it started to reopen schools and other public places when its reproduction number fell below 1. And it has dealt with outbreaks such as its meatpacking outbreak, and yet its reproductive number is still now about 0.6, very low. Итак, на этом слайде на примере Германии показано, как можно использовать динамику коэффициента распространения инфекции при принятии решений о выходе из режима изоляции. Итак, когда в Германии был введен режим изоляции, коэффициент распространения инфекции составлял 3. А когда Германия открыла школы, то он был немного меньше единицы. Сейчас, даже уже после обнаружения очага новой вспышки в Германии, он составляет, когда она была ликвидирована, он сейчас составляет 0,6. Yes? Thank you. And if we look at this reproduction number in Europe, including Russia and Poland, as well as Western Europe, we see broadly similar trends, with Russia falling later and falling slightly, yes, and slightly less perhaps. Let me pause. Здесь мы можем посмотреть, каким образом менялся и меняется коэффициент распространения инфекции в других европейских странах, включая Россию. В принципе, здесь видно, что тенденции примерно одинаковые, то есть общие тенденции, но при этом
в России падение этого коэффициента началось несколько позже, и оно идет несколько медленнее. Yes, David? Thank you. And it's important to look at the reproduction number, but also the number of cases, because countries like Germany now, who have very few cases, can see their reproduction number spike based on small numbers of cases, while countries such as Russia or the US have relatively stable reproduction numbers with high numbers of cases. Но когда мы смотрим на коэффициент распространения инфекции, мы должны его использовать с учетом количества случаев заражения. Потому что, скажем, в Германии, где мало случаев заражения, этот коэффициент из-за этого выше, чем, скажем, в России или в Соединенных Штатах, где очень большие цифры по количеству случаев, и поэтому коэффициент распространения инфекции получается ниже. Yes? Thank you. And you will know all of this much better than us, but here's a summary of the latest information we could find, and you may well tell us whether this is up to date or not, about the reproduction number in different parts of Russia and whether it's definitely increasing, probably increasing, unsure whether it's increasing or decreasing, probably decreasing, or definitely decreasing. And as you would expect in a large country such as Russia, which covers about 8 time zones, like the USA, it's an uneven picture. And that's a really important point to stress, the heterogeneity of epidemics in big subcontinental countries such as Russia or the US. Итак, на этом слайде вы можете видеть данные, с которыми вы должны быть прекрасно знакомы. Вы можете посмотреть и подтвердить, насколько они соответствуют действительности, которые нам удалось получить. Это данные по последним величинам, последним значениям коэффициента распространения инфекции в различных, вернее, во всех регионах России и по расчетным данным о количестве подтвержденных случаев заболевания. И в данном случае нам представляется важным посмотреть на вот эти параметры, то есть на повышение коэффициента распространения инфекции, вероятность его повышения, неизвестность, это вот те параметры, которые отмечены на графике, его снижение или вероятное снижение. И для таких огромных континентальных стран, как Россия и США, такой анализ действительно имеет крайне важное значение, такие прогнозы. Yes? Thank you. And here is a look at reproduction numbers in different oblasts and okrugs and cities in Russia. And the picture I generally see here is that Moscow city and Moscow oblast seem to be just below 1, and others seem to be just above 1. And I think the key message here is we need to push those reproduction numbers well below 1 in order to remain safely open. Итак, на этом рисунке показаны те регионы России, где выявлено, зарегистрировано максимальное число случаев заражения и показана динамика коэффициента распространения инфекции. И здесь вы можете видеть, что, собственно говоря, только в Москве и в Московской области этот коэффициент ниже единицы, в то время как в других регионах он выше единицы. Так вот, в этой связи следует сказать, что только когда будет коэффициент распространения инфекции достаточно намного ниже единицы, можно будет безопасно и спокойно выходить из режима жестких мер. Yes, David? Thank you. And
I will now focus on how we do that. А сейчас я сосредоточу свое внимание на том, каким образом мы можем это сделать. And we have important lessons to learn from neighboring Western Europe. And I won't go through this graph in detail, but I will summarize the do's, the things we should do. Итак, в этой связи для нас очень полезным представляется опыт соседних западноевропейских стран. И он здесь и изложен, но я не буду подробно на этом останавливаться. Я остановлюсь только на рекомендациях того, что следует делать. Yes? And here they are. Have a gradual, careful exit strategy. Increase. Okay. Yes. Итак, вот эти рекомендации, значит, они на слайде находятся у нас справа. Во-первых, это разработка стратегии постепенного и структурированного выхода из режима жестких мер, из режима ограничений. Yes? Expand testing and contact tracing. Расширение масштабов, увеличение объемов тестирования и отслеживания контактов. Tighten measures quickly for local outbreaks. Очень оперативное ужесточение мер в случае выявления местных очагов, местных вспышек. Yes? Ensure that the baseline measures are universally maintained, and I can't emphasize this enough. Итак, обеспечение выполнения базовых защитных требований. Ensure that our marginalized populations are reached, and this is really important. We've seen countries such as Singapore have a major resurgence because they haven't protected migrant workers, for example. Итак, также очень важно обеспечить охват всеми этими защитными мерами неблагополучного, незащищенного населения. В частности, в Сингапуре был очень большой всплеск заболеваемости коронавирусной инфекции, потому что они не обеспечили защиту рабочих мигрантов. Yes? And limit large-scale activities, especially indoor ones. И очень важно по-прежнему ограничивать проведение масштабных мероприятий, особенно внутри помещений. Yes? And keep travel restrictions both across and importantly within countries. Internal travel restrictions and internal quarantines can be very helpful in containing wider transmission. Также очень важно сохранять ограничения и запреты на передвижение как между странами, так и внутри стран, потому что такие ограничения очень помогают сдерживать распространение инфекции. Yes? Thank you. And here are the don'ts. Так, на этом слайде показано то, чего нельзя делать, то, что делать не рекомендуется. Yes? And I won't go through each of them because many of them are the mirrors of the do's, but this slide contains the don'ts, and it also gives examples from Western Europe of things that we would not wish to repeat. Я не буду подробно останавливаться на каждом из этих пунктов, потому что практически это зеркальное отражение того, что следует делать, только наоборот. Но здесь также приводятся несколько примеров из опыта западноевропейских стран, которые показывают то, что делать не рекомендуется. Yes? Thank you. And let me also very briefly look at school reopenings. Теперь я хотела бы кратко остановиться на открытии школ. Yes? And in general, we have not seen a rebound after schools have reopened. Но в целом мы не наблюдаем никаких всплесков, никаких возвратов повышения заболеваемости после открытия школ. Yes? And
here are measures which I won't read, which we can take to reopen schools safely. На этом слайде перечислены те меры, которые следует принимать для обеспечения безопасности при открытии школ. Yes? And here are examples of countries who've done it well, and also countries who were too ambitious, such as Israel, and who were succeeding, but who reopened all schools too quickly. На этом слайде мы приводим примеры успешного опыта стран в процессе открытия школ, а также тех стран, которые оказались слишком амбициозными и сразу открыли все школы, так слишком смелыми, и это имело свои негативные последствия. В частности, речь идет об Израиле, где открылись все школы. Yes? And the big message I want to give is that the key driver of safe school reopenings is the extent to which the wider population is safe and is practicing safe behaviors. So schools are a microcosm of societies. We can only safely reopen schools in safe societies. Итак, основной посыл в данном случае в отношении открытия школ заключается в том, что основной движущей силой безопасного открытия школ является как раз состояние и отношение к данной ситуации общества в целом, потому что школы как бы являются микрокосмом всего общества, и без нормального поведения, нормального состояния всего общества невозможно безопасно открывать школы. Yes? So let me conclude, and let me conclude by emphasizing the importance of preventing super spreading events. Так, в заключение я хочу подчеркнуть необходимость предупреждения больших, важность ограничений, вернее, недопустимость проведения мероприятий, которые могли бы привести к большим всплескам распространения инфекции. Yes? Because careful studies suggest that about 10% of events lead to about 80% of transmission. And preventing these super spreading events can prevent a lot of transmission. Итак, по данным исследований, на долю 10% случаев вот таких вот вспышек приходится 80% дальнейшего распространения вируса. И поэтому крайне важной задачей является профилактика таких очагов, таких вспышек. Yes? So let me conclude, and my concluding message is combination prevention, combination prevention, combination prevention. Итак, в заключение я хочу многократно подчеркнуть важность, необходимость комплексного подхода к профилактике распространения коронавируса. То есть эти меры работают только в комплексе, только в комплексе, только в комплексе. Yes? And what we've learned in the last 3 months is that effective prevention requires a combination of obligatory measures, which I will summarize in my next remarks. За последние 3 месяца мы выяснили, что для эффективной профилактики, для эффективного предупреждения распространения инфекции необходимо принимать весь комплекс обязательных мер, в частности. Yes? First, early, decisive border closures and carefully supervised quarantines, both between and also within countries. Итак, во-первых, на ранних этапах необходимо решительно закрыть границы и ввести строго контролируемый карантин, как между странами, так и внутри стран. Yes?
and ubiquitous use of face masks and, where possible, face shields, especially in public interactions, such as retail or consumer-customer interactions. Далее это всеобщее требование о всеобщем ношении масок при возможности ношения лицевых защитных экранов при взаимодействии с другими людьми в общественных местах, таких как торговые центры, там, где люди, где продавцы и покупатели взаимодействуют друг с другом. Ubiquitous hand sanitizing stations, especially at high traffic points, such as metros. Далее это повсеместное установление так называемых диспенсеров с санитайзерами, с дезинфицирующими, то есть средствами или другого оборудования для мытья рук, особенно там, где очень интенсивное движение, например, в метро. Yes? Increased surface cleaning, especially at high traffic points, again, such as metros or large workplaces. Далее это усиленные меры по очистке, по дезинфекции поверхностей и опять-таки в местах большого скопления народу, в частности в метро и других общественных местах. Yes? And continued social distancing reinforced by decongesting public spheres, again, such as metros, workplaces, or city centers. Необходимо по-прежнему выполнять требования о социальном дистанцировании в сочетании с мерами по недопущению скопления людей в общественных местах. Речь идет опять о метро, центральных частях городов, рабочих местах и так далее. Yes? And an absolute avoidance of super spreading events, which typically have large crowds, indoors, prolonged proximity, poor ventilation, and forced exhalation, meaning we're singing or shouting or laughing or cheering and doing things which expel droplets. Также нужно полностью исключить исключить такие ситуации, которые способствуют стремительному распространению инфекции. В частности, это образование больших толп людей, длительное нахождение на близком расстоянии людей друг от друга, плохая вентиляция, плохая циркуляция воздуха и такие ситуации, когда люди очень много выдыхают воздуха, то есть когда они кричат, например, то есть это вынужденное выдыхание. Yes? And of course, strengthening the core public health functions that we all know well. И, конечно же, укрепление основных служб системы общественного здравоохранения, о которых мы все прекрасно знаем. Yes? And my concluding message is there are no shortcuts or easy answers. And only if we do these things together in combination can we safely reopen. And nearly all countries have thought that they would be the exception who would not experience high coronavirus epidemics. And yet all have found out that they are not the exceptions. И в самом конце я хочу сформулировать следующий вывод. Это, конечно, все очень непросто. Для того, чтобы обеспечить выполнение всех этих требований, достижение этих целей, нам необходимо всем вместе принимать в комплексе все эти меры, и только в этом случае мы сможем безопасно выйти из режима ограничений и остановить распространение вируса. Дело все в том, что большинство стран думали, что они будут исключением, что у них не будет вспышки коронавирусной инфекции, но, как это ни печально, они не стали исключениями. Yes? So thank you for listening, and we can now open for discussion. Так, спасибо большое за то, что вы слушали мой доклад. А сейчас я готов ответить на ваши вопросы и начать дискуссию. Yes?
Дэвид, спасибо за столь подробное исследование ситуации, представление, самое главное, для российских участников, представление ситуации по распространению коронавирусной инфекции в мире. Очень интересный доклад. Я хотела бы вас проинформировать. David, first of all, thank you very much for this really comprehensive and detailed global overview of the epidemiological situation, and it was really very important for our participants here in Russia. And now I would like to inform you. Дэвид, можно вас попросить свернуть презентацию? Можно вас попросить свернуть презентацию? Could you please show the presentation again? Certainly. Конечно. Да, и хотела вас проинформировать, что к моменту начала вашего доклада количество участников на нашем вебинаре было уже более 2000 человек. И... And I would like to inform you that by the beginning of your presentation, the number of our participants of this webinar was more than 2000 people. И у нас поступило более 250 вопросов к вам. And I have more than 250 questions from them to you. Я озвучу только некоторые из них, потому что, конечно, мы не успеем ответить на все вопросы. I shall read only some of them because we shall not have time to answer all of them. Первый вопрос от наших участников. Как вы оцениваете вероятность второй волны распространения нового коронавируса и какие меры должны быть ключевые в рамках этого этапа? So the first question from our participants is, what is your opinion about the likelihood of the second wave of the epidemic, and what measures should be taken to prevent it? Thank you. Shall I answer that immediately? Спасибо. Я прямо сейчас отвечаю? Да, конечно. Если можно, по одному вопросу. Yes. Just we shall ask the questions and answer one by one. Sure. The answer is we don't know, but we do need to be prepared for the worst. And the spikes we are seeing in the southern hemisphere, in South Africa, in Australia, in South America, suggest that we do need to be concerned about a winter resurgence. And the only thing we can do is to make sure we go into winter with as few cases as possible and as widespread adoption of the combination prevention measures that I described as possible. Summer is our opportunity to get ready for the next possible wave, which we hope won't happen, but we can't rely on hope alone. Итак, ответ будет следующим. На самом деле никто не знает, будет это вторая волна или нет, но мы должны готовиться к худшему в любом случае. Дело в том, что опыт других континентов, других регионов мира, включая северное полушарие, Австралию, Африку, в которых сейчас наступает зима, говорит о том, что существует вероятность зимнего всплеска распространения коронавирусной инфекции. И поэтому необходимо принимать всевозможные меры, чтобы, если даже эта вторая волна будет, мы могли вступить в нее и пережить ее с минимальным количеством новых случаев заражения. А для этого необходимо принимать соответствующие меры. Безусловно, мы надеемся, что все-таки этой второй волны не будет, но нельзя исходить только из надежды, надо все-таки готовиться к тому худшему. Yes? Дэвид, как вы оцениваете вот те меры, которые были приняты в Китае, такой жесткий карантин, это самые эффективные на сегодня меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции? David, what is your opinion about the measures taken in China? That is the toughest quarantine, toughest closures, lockdowns, etc. Do you think that these are the most effective measures as of today?
Thank you. I think that most countries have realized that they needed an initial lockdown to prepare themselves. But I also think that most countries, and the French Prime Minister, who is formerly the health minister, said yesterday that they couldn't consider a second lockdown because they've learned so much about the negative health, social and economic consequences. And I think there are a lot of countries in East Asia. There are countries such as South Korea, Vietnam, islands such as Taiwan, who have shown us that with comprehensive combination prevention, we can actually maintain low levels of transmission and continue our normal lives. So in short, I think lockdowns had a place, but I don't think national large-scale lockdowns are the way of the future. I think those new combination prevention measures, which include targeted shutdowns, as surgically targeted as possible, are the way of the future. But to put it as simply as I can, we have a stark choice. We either do large-scale harmful lockdowns, or we focus on combination prevention, which allows us to live normal lives. Those are the only two viable options. Итак, я хочу сказать, что вот эти вот широкомасштабные полные карантинные меры, как в Китае, так и в других странах, были необходимы им для того, чтобы обеспечить свою готовность к этой ситуации. А повторно вводить такие меры, таким образом закрывать страны, будет очень вредно во всех отношениях для этих стран. И вместо этого сейчас можно было бы использовать так называемые комплексные меры, о которых я говорил. И об этом нам говорит опыт других восточноазиатских стран, таких как Южная Корея, Вьетнам и островных стран, например, Тайваня. И также необходимо подчеркнуть, что в будущем, в случае необходимости, было бы более целесообразно использовать так называемые адресные ограничения, адресный карантин, а не широкомасштабный. Потому что в данном случае у нас перед нами две альтернативы, вернее, два варианта. Либо вот этот вредоносное полное закрытие, о котором вы говорите, либо использование комплексного подхода к профилактики распространения коронавирусной инфекции, который более, так сказать, безвреден как для здоровья, так и для экономики и социальной защиты населения. Как вы оцениваете меры, предпринимаемые Москвой в рамках распространения коронавирусной инфекции? Насколько они эффективны в сравнении с другими мировыми практиками? And what is your opinion about the measures taken in Moscow to prevent the spread of the coronavirus infection, and how they compare with measures taken by other countries? Yes. I'm probably the last person who should answer this question, because you all know so much more about the measures in Moscow than me. But let me attempt to give a comparative perspective based on my very limited second-hand knowledge. And then colleagues from Moscow, colleagues from the World Bank Moscow team can supplement. I certainly think that there is good agreement supported by the mobility data that Moscow had a large-scale and effective lockdown. And I also believe that Moscow and Russia have scaled up testing a lot. And I understand that they've also scaled up their contact tracing capabilities. And
it does seem to be borne out in the reproduction numbers, which seem to suggest that Moscow city and oblast are on a pathway to a reproduction number below 1. And I would really just encourage Moscow to continue its measures, especially the combination prevention measures I've described, because I'm confident that with large-scale adoption, they can drive our reproduction number down and allow us to prevent new infections and live normal social and economic lives. And I would invite colleagues from Moscow and from the World Bank Moscow team to complement me with their much greater knowledge of Moscow. Thank you. Ну, на самом деле, я, наверное, последний человек, которому следовало задать этот вопрос, потому что вы сами и жители Москвы гораздо лучше знаете ситуацию о принимаемых мерах и об их эффективности. Но, в принципе, насколько мне известно, и если я сейчас как бы не все скажу, то мои коллеги из Москвы и из представительства Всемирного банка в Москве дополнят мой ответ. Я считаю, что в Москве были приняты очень широкие, широкомасштабные, эффективные ограничительные меры, и они были, так сказать, подкреплены возможностью использования мобильных данных. Второй положительный момент – это то, что в России, Москве и Московской области удалось очень сильно повысить потенциал и увеличить объемы, во-первых, тестирования на коронавирусную инфекцию, а во-вторых, отслеживания контактов. И это очень положительные моменты. Но, как я уже говорил, все-таки в дальнейшем следует по-прежнему сохранять эти ограничительные меры, использовать тот комплексный подход, который я описала в своей презентации. И сейчас, когда уже идет на спад этот коэффициент распространения инфекции, если мы будем придерживаться этих мер, этих действий, то мы сможем добиться, что все-таки он будет ниже единицы. Спасибо. В мире сейчас существует порядка 60 моделей различных прогнозов развития заболеваемости в странах коронавирусной инфекции. Какие, с вашей точки зрения, модели наиболее эффективны, какие признаются Всемирным банком? So there are more than 60 forecasting models in the world and in different countries. And which of them do you think are most effective or the best, and which of them are recognized by the World Bank? Thanks very much indeed. Let me begin by saying I certainly don't know all 60 models, and the World Bank doesn't recommend models specifically, but we obviously do try to use the best data that we can. And our general principle is we now have enough data and we have enough history of this epidemic to see which models appear to be predicting well and which don't. And I would simply say that we have found the Young-Gu Massachusetts Institute of Technology models to be transparent. Their entire code is publicly available, and we have found their predictive validity to be good. So you will have seen that we presented the Young-Gu models today. But my key message would be to assess the predictive validity of models against real-time data. And one of the things we also like about the Young-Gu model is as they project forward, their confidence intervals are quite broad, which to me is a realistic recognition of the degree of uncertainty about long-range prediction. Спасибо вам за вопрос. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я, конечно же, не знаком со всеми 60 моделями. Это первое. Второе, Всемирный банк не дает рекомендаций по использованию каких-то конкретных моделей. Мы оцениваем качество этих моделей для прогнозирования, и исходя из того, что сейчас у нас уже достаточно много данных,
с помощью которых мы можем судить об эффективности той или иной модели. И вот наш опыт такой оценки показывает, что к самым эффективным моделям относится модель, которая разработана специалистом Ю Янгу из Массачусетского технологического университета, и я в своей презентации на нее ссылался. Значит, эта модель позволяет использовать при этом достаточно широкие интервалы достоверности и делать прогнозы как бы на более отдаленное будущее. Но, в общем, наш опыт показывает, что вот эта модель является хорошей. Спасибо. И заключительный вопрос, мы не будем вас мучить. Сейчас, подождите секундочку, я пропустила. Значит, мы также оцениваем прогностическую валидность этих моделей, опять-таки на основе последующего анализа того, насколько прогнозы соответствуют тем данным, которые затем мы получаем. Да, спасибо. Спасибо за очень подробный ответ. И заключительный вопрос на сегодня звучит так. Некоторые ученые высказывают мнение, что коронавирус будет с нами всегда. Значит ли это, что необходимо ношение масок и перчаток также на постоянной основе? Thank you very much for your detailed answer. And our final question for today would be as follows. There are some scientists who argue that coronavirus will stay with us forever. Does it mean that we shall have to wear masks and gloves forever as part of our life? That's a great last question to answer. Совершенно замечательный последний вопрос. I can't pretend to be an expert in everything you've asked me about, so I will give you a personal opinion. Итак, я не буду притворяться, что я разбираюсь прекрасно во всем, поэтому я просто выскажу свое личное мнение. Yes? I'm personally quite confident that we will get at least a partial preventive or therapeutic vaccine. Во-первых, я уверен, что в конечном итоге у нас все-таки появится хотя бы частичная профилактическая или терапевтическая вакцина. And I believe that if we follow the combination prevention measures I've described, we can function fairly normally until we have a vaccine, and also until our bodies have learned to live with this coronavirus, because there are at least 4 or 5 other coronaviruses that we now live with very normally, that account for about 20% of common colds. And I think ultimately, with the right balance of increased acquired immunity, increased vaccine immunity, and careful measures and improvements in treatment, we will live much more normal lives. I foresee all the measures that I've described as being part of our lives for perhaps another year or so, but hopefully not forever. And to conclude again, that's an intensely personal opinion. It carries no expert endorsement. It's my personal view. Итак, мое личное мнение заключается в следующем. Ну, во-первых, рано или поздно все-таки появится вакцина, а во-вторых, наши организмы все-таки научатся сосуществовать с этим коронавирусом в окружающей среде, поскольку помимо этого коронавируса существует еще 4 или 5 коронавирусов, которые уже давно с нами живут и как бы по-другому несколько нами воспринимаются, как обычные там простудные или инфекционные сезонные заболевания. Это, во-первых. Во-вторых, значит, благодаря нашему иммунитету, благодаря появлению вакцины, благодаря принимаемым комплексным мерам, о которых я говорил, благодаря повышению качества лечения, я думаю, что мы все-таки справимся с этой ситуацией и, конечно же, будем носить маски и перчатки, но не пожизненно, а максимум год или немного больше.
Хорошо, спасибо. Я приношу извинения всем нашим участникам, чьи вопросы мы не успели сегодня осветить в рамках нашей экспертной сессии. Но я надеюсь на долгосрочное сотрудничество с Всемирным банком и возможность задать вопросы уже в заочном режиме наших участников для того, чтобы разместить на сайте наиболее интересные вопросы и ответы. I would like to extend my apologies to our participants whose questions were not answered, and I want also to promise them that as a matter of fact, I hope for our long-term partnership cooperation with the World Bank, and for the possibility to get, so to say, distant or remote answers to their questions, and to post them in our website. Yes. Я благодарю Кристофера Миллера, Таню Дмитроченко, Дэвида Уилсона за сегодняшнее мероприятие. Спасибо вам огромное за то, что вы нашли время и сделали такую удачную презентацию для наших отечественных участников. Well, now I would like to thank Christopher Miller, Tanya Dmitrochenko, David Wilson for this really great event, for this great presentation for our Russian specialists, for our Russian participants. И, безусловно, я очень благодарна Севиль за то, что мы смогли соорганизоваться оперативно и настолько качественно организовать сегодняшнее мероприятие. And certainly I would like to extend my gratitude to Seville, owing whom we were able to organize, to arrange this meeting very fast and very effectively. Коллеги, если у вас есть желание сказать что-то нашим участникам, я готова предоставить вам слово. So, dear colleagues, if you have to say anything to our participants, I shall give the floor to you. May I briefly say thank you for the honor of allowing us to join this event and to learn with you. And we would be very happy to support future events as part of a partnership which we value and look forward to very much. Thank you, Elena and team. Я хочу очень кратко поблагодарить всех участников и сказать, что для меня была большая честь принять участие в этом мероприятии, о том, что я готов поддерживать наше дальнейшее сотрудничество и вносить в него вклад. Спасибо, Елена. And nothing to add from my side. I think David said it perfectly. So thanks a lot for the interest and the attention. Итак, я на самом деле хочу присоединиться к словам Дэвида. Он прекрасно все сказал. Спасибо большое за проявленный интерес и за участие. Спасибо. Спасибо, Кристофер. Тогда мы завершаем наш экспертный семинар. Я благодарна всем, кто сегодня был с нами. До свидания. All right, then we shall close our webinar. Thank you all and goodbye.